в этой серии. Несколько часов назад. Так, ну что ж, после небольшого перерыва продолжаем. В принципе, тут все более-менее утихло. Файты у них тут плюс-минус закончились. Но все еще есть вражеская база. Блин, и все еще есть какие-то корабли. Но это другая фракция, кстати, она не участвовала в той битве. В общем, я успешно захватил огромный корабль, но это полбеды. Теперь его нужно как-то доставить ко мне на базу. Я так посмотрел, у него есть прыжковые двигатели, и дистанция прыжка 429 километров. Как вы помните, до базы мне 1500 километров. Несложная математика говорит о том, что это 4 прыжка. После прыжка они заряжаются примерно минут 7. Так что для вас это будет буквально щелчок пальца. Для меня это будет, полчаса прыжков туда-сюда. Но в любом случае нужно забрать эту махину домой и начать ее там чинить. Поэтому сейчас я беру, сажусь на Ревенант, стыкую его где-нибудь вот тут. Я думаю, для него тут как раз места хватит. И валю отсюда, пока тут опять не началась какая-то новая война. Да уж, мой корабль на фоне этого гиганта выглядит просто малюткой. Ну что ж, вот он, дом родной. Осталось только повернуть в сторону станции Эхо. Добрался я сюда намного быстрее, чем я думал, так как на Ревенанте стоит тоже прыжковый двигатель, и оказывается, он тоже умеет прыгать. Вот, поэтому этот здоровый корабль прыгал на 400 километров, Ревенант прыгал на 200 километров, и вот так вот чехардой я допрыгал до базы. Сейчас, в общем, подлетаю и попробую это как-то припарковать. Знаете, а ведь все начиналось с Фантома. Вот такой вот маленький, компактненький боевой корабль, который уже прошел несколько этапов улучшения. После мне его стало не хватать. Я по итогу нашел довольно-таки быстро Ревенант, обвесил его всяким вооружением. Кстати, вот какое-то повреждение. Это, видимо, во время битвы. Вот, обвесил его всяким вооружением, пользовался им, думал, ну, неплохой кораблик, но мне его стало не хватать. Я думал, я найду примерно, ну, вот такой вот в длину корабль. То есть, ну, Ревенант, но как бы чуть-чуть подлиннее, чуть-чуть повыше. Но я никак не ожидал вот эту махину. И, это просто невероятно. Как я его тут буду парковать, этот корабль? Он в 3 раза больше моей базы. Я не знаю, ребят. Это просто и подарок, и проклятие. Потому что отремонтировать его, это, да, еще морока сейчас будет. Я думаю, я для него сооружу кое-какую станцию, чтобы он был полностью в безопасности, и после этого приступлю к его ремонту. Так что сейчас вернусь. В общем, для ремонта корабля было принято решение использовать безопасную зону. Я ее вот поставил, настроил, врубил реактор, чтобы она работала. Реактор такими темпами проработает почти 6 часов. Супер! Можно
теперь нормально заниматься починкой этого корабля. Потому что выглядит он, конечно, очень потрепанно. Но, на удивление, он практически полностью целый. Ладно, приступаем к починке корабля, но давайте для начала его осмотрим. Итак, посмотрим, что мне вообще досталось и что тут нужно чинить. Ускорители я трогать не буду. Пока что какие есть, такие пусть стоят. Потом я их, думаю, поменяю. Какой-то ангар есть, видимо, для маленьких корабликов. Тут по бокам куча турелей. Впереди какие-то пушки, которые типа стационарные. Тут какое-то разрушение внутри. Окей. Снизу, в принципе, ничего нету. Ускорители. Коннектор снизу. Антенну это я добавил. Ну, внешне, в принципе, вроде бы все понятно. Так, давайте продвигаться внутрь. Кстати, во время осмотра я так и не нашел нормальный вход. Поэтому вот это вот и будет моим официальным входом в этот корабль. Пока что. Так, тут мы видим такую огромную каюту. Или как это называется. Ну, в общем, огромная смотровая площадка на все стороны. Тут явно старый дизайн у корабля. Тут не хватает мониторов и прочего, да и довольно-таки тесно в плане высоты. Тут непонятно что. Так, спускаемся ниже. Здесь, видимо, дополнительный пункт управления, если первый выведется из строя. Так, и это, видимо, тот самый ангар или что это такое? Какое-то место с грузом. Куча конвейеров. Один контейнер. Опять же конвейеры. Контейнер. И это, видимо, передок корабля, да? Да, тут не пойми, что происходит. Так, будем двигаться линейно. Спускаемся ниже. Тут такие ступеньки. Довольно-таки глубоко надо спускаться. Так, контейнер. Двери. Кстати, тут герметично, на удивление. Корабль пережил очень длинную схватку. А он все еще герметичен. Так, ангар. В принципе, места довольно-таки много. Всякие интересные блоки. Вентиляция. Ага, окей. Хорошо. Так, пойдем еще сюда посмотрим. Я, кажется, тут что-то видел. Да, вот какая-то дверь. Ага, это мы под пунктом управления. О, проектор выключен. О, да ну! Тут есть проекция? Тут уже все настроено. Тут, видимо, есть проекция. Офигеть. Так, окей. Что за дверью? Блин. Проекция, она же... О, офигеть. Ну, в принципе, это не удивительно. Это же был флагманский корабль. Тут в любом случае должна быть проекция. Так, это, видимо, такая... Реакторы, прыжковые двигатели и гироскопы. Это что у нас? Непонятно что. Окей. Ну, это, видимо, такая комнатка для такого оборудования. Так, давайте вернемся наверх и посмотрим. Да ну! Офигеть. А ну-ка, спереди что у нас? Да, супер. Супер. Я могу восстановить этот корабль по проекции.
Офигеть. В общем, это просто офигенная новость, что на корабле есть проектор. Значит, я сейчас набираю компонентов в какой-то корабль и приступлю к починке. На ближайшей станции был куплен вот такой вот маленький кораблик. Буду использовать его для сварки. Загрузил его полностью всякими материалами и отправляюсь чинить корабль. Итак, первый этап починки завершен. Осталось около 100 блоков. И визуально я их уже найти не могу, ну кроме горячих ускорителей. Поэтому я буду отмечать отсутствующие блоки и незавершенные блоки. Это все мне будет отображаться, я это все буду чинить. Так что продолжаю и покажу уже, наверное, финальный результат, когда все буду доделывать, ну либо покажу еще, как внутри что-то чиню. Знаете, я совсем чуточку подзадолбался этим всем заниматься. Прикол в том, что тут буквально каждый блок поврежден, и его нужно вот так вот летать, вот так вот подлетать, чинить. И плюс оно отображает все вот эти вот ускорители, которые я точно буду отсюда убирать и ставить другие более крутые ускорители. Поэтому, учитывая, что я был готов тратить большую сумму на корабль, на покупку корабля, я думаю, стоит все-таки потратить большую сумму на его ремонт. Поэтому сейчас я отправляюсь на вот эту вот станцию и просто ремонтирую этот корабль. Я думаю, это самое выгодное решение в плане времени, потому что, ну, строить вот такой вот ионный ускоритель, который стоит 960 деталей ионного ускорителя, это просто бредово. Тратить столько ресурсов ради ускорителя, который я никогда не буду использовать. Нет уж, я просто полечу сейчас на станцию и куплю все это. Поэтому встретимся уже там с новым отремонтированным кораблем. Итак, прибыл я на ближайшую станцию. Давайте посмотрим, сколько будет стоить ремонт данного корабля. Я думаю, очень много. Тогда я смотрел, вроде бы было 1 070 000. Я думаю, сейчас будет буквально столько же. Поэтому, ну да, почти 75. Хорошо. Принимаем предложение. Вау. Вау. Я прям видел, как все отремонтировалось. Да ну, серьезно? Офигеть. И мне не придется ничего здесь ремонтировать? Вау. Нет, это супер, учитывая, сколько блоков тут было повреждено. А я напомню, их тут было 1100 или 1300 повреждено. Офигенно. Это часы работы просто вот так вот щелчком пальца. Ну и, конечно, заплатил я за это 70 миллионов, но да ладно. В общем, возвращаюсь на станцию. В общем, вернул я корабль в его место. Если честно, я даже не представляю, с чего здесь начинать, потому что корабль невероятно огромный. И все это переделывать, это занимает, ну, очень много времени. Наверное, все-таки с ускорителей, потому что это прям основа корабля. Сначала, наверное, позаменяю все вот эти вот маленькие, так сказать, ускорители, которые стоят тут, там, короче, везде. Вот. Поменяю их на улучшенные ускорители, а в конце уже займусь задней частью корабля и вот этим вот, так сказать, главным ускорителем. Я еще не представляю, что сюда можно будет поставить, но мне очень хочется узнать, какой ускоритель сюда встанет. Также, конечно же, основное, для чего я вообще искал себе новый корабль, это установка вооружения. Тут стоят какие-то там пушки 3х3, 1х1, но я в любом случае поставлю сюда 5х5. Это надо будет как-то тут передизайнить. Этим я тоже займусь, но уже после ускорителей. Также в носу корабля тоже стоят какие-то пушки.
Тут тоже можно будет поэкспериментировать, поставить что-то, возможно, очень огромное. Не знаю, посмотрим. И, конечно же, потом, после этого всего, займусь уже внутренней частью корабля. Тут, ну, очень пусто, очень мало места, как по мне, хоть его тут и невероятно много. И эти блоки не совсем оптимальные, надо будет все это поменять. Ну и, конечно, внутренности корабля. Тут прям слишком пусто. Нужно будет это как-то чем-то забить. Возможно, поставить очистительные заводы. Что-то такое. В общем, да, работы непочатый край. В общем, приступаем. В общем, это то еще занятие. В этот кораблик вмещается очень мало всего. А ускорители очень много весят. Вот. Поэтому я тут еле-еле первый ускоритель спилил. Так, починим тут все. Вот. Я спилил 2 ускорителя. И теперь мне открылось вот такое вот место. Получается 4 на 2. А по сути даже побольше. И сюда теперь можно что-то поставить. В общем, я подумаю, что сюда можно поставить, и вернусь к вам. Просто, знаете, я нахожусь сейчас на планете Миллер. Вот это вот Гаргантюа. И каждая секунда — это 7 часов реального времени. Потому что, да, я думал, спилить их будет непросто, но нет. Заменить на новые ускорители, вот это вот что непросто. В общем, он не может заваривать вот тут, поэтому мне приходится делать вот так, и вот это вот самому все заваривать. Это просто невероятно долго. Просто ужас. И так придется делать с каждым ускорителем. Это только вот эти 2. Там еще 2, тут еще миллион, там еще куча. В общем, это очень долго, но, опять же, для вас пройдет секунда. Поэтому встретимся, когда уже все будет на новых ускорителях. Если где-то будет какой-то интересный ускоритель, который я еще не ставил, я его покажу. Эти я уже ставил. Такой же ускоритель стоит на Ревенанте. Вот он один-единственный. Тут, даже в этой секции, их 2 штуки. Сколько их там будет, я не представляю. В общем, встретимся совсем скоро. 6 hours later. Так, ну что ж, это было очень долго, невероятно долго, но все ускорители вот такие вот я заменил на более улучшенные. Да, это как бы модификация, и мы меняем вот такой вот ускоритель, который дает 4 меганьютона и стоит вон столько, вы видите справа, на вот такой ускоритель. Он дает 15 меганьютонов и стоит абсолютно столько же, но и при этом потребляет энергии он в разы больше. Поэтому я считаю, что это вполне честно. Да, он занимает мало места, дает много меганьютонов ускорения, но и жрет энергии он невероятно много. И теперь осталось самое главное. Вот эта вот часть. И, честно, я не представляю, что сюда ставить. Тут их должно быть 11. И, ну, ставить 11 вот таких вот маленьких двигателей, ну, не знаю. Как-то это не солидно для большого корабля. Поэтому я вот думаю насчет вот такого двигателя. Он один заменит прям кучу таких двигателей. Но, опять же, как будто маловато для задней части корабля. Всего лишь один такой. Либо можно попробовать водородные. Водородные есть как и маленькие. Их можно, к примеру, сюда где-то поставить. Так и побольше. В принципе, тоже можно куда-то сюда вот в бок поставить. Ну, есть вот такие вот. Вот такой, в принципе, можно подумать, как сюда его поставить. И, ну, в принципе, мне кажется, это даже выглядит солиднее, чем вот этот вот двигатель.
чем вот этот. В общем, не знаю. Кстати, забавно, но после вот этого двигателя есть вот этот двигатель. Типа, вау. Это ужас. 216 меганьютонов. Офигеть. Это ж какой корабль нужен для такого ускорителя. Ну, в общем, ладно, я сейчас подумаю, что тут можно сделать. Во-первых, уберу все, что тут есть. И подумаю, как это можно красиво сделать. Вернусь, как уже будет какой-то результат. Вот так вот выглядит корабль без ускорителей. И вот столько я получил за это все. Пришлось сюда притащить буровой корабль, потому что у него хорошая емкость. Как бы... Да. Поэтому сейчас спиливаю вот это вот все и пытаюсь установить какой-то ускоритель. Пока я занимался разборкой задней части корабля, мимо пролетели риверы. Мне кажется, я эту парочку уже видел недавно. Но чё, ребята, скоро я за вами поохочусь, а не вы за мной. В общем, я так посчитал, примерно прикинул, сколько будет по итогу мощности у этих двигателей, и пришел к такому вот решению. Я ставлю вот этот ускоритель куда-то вот сюда. Вот, потом подведу к нему трубы. И вот такие вот ускорители ставлю... Ну да, примерно вот так вот. Да, они получаются на одном уровне. Сверху будет чуть-чуть зазорчик, но, возможно, кстати, как раз тут и трубы проведу. Либо где-то там проведу трубы, там, в принципе, есть место для этого. А вот тут вот это вот место я оставлю для дополнительных модификаций по типу прыжковый двигатель. Возможно, вот где-то тут встанет. В общем, это хорошо, что есть лишнее место после такой вот доработки. Но проблема в том, что это водородные ускорители, а я разбирал ионные, поэтому тут детальки чуть-чуть не подходят. Но я сейчас сделаю все, что нужно, и запилю это все. Это будет невероятно долго. О боже, сколько тут деталей. Ну и в любом случае надо будет сюда подвести водород и плюс установить где-то водородные баки. Короче, веселье тут ого-го. В общем, сейчас я это все сделаю. В общем, установил я двигатели, провел конвейеры, соединил их, провел все это внутри, через пол и подсоединил вот тут вот к реакторам. Также в этом отсеке был установлен реактор Вулкан L2 с заделом на еще один. То есть тут есть место для еще одного реактора. И в дальнейшем я этот поменяю тоже на такой реактор. В общем, увеличу мощность, потому что такому огромному кораблю нужен огромный реактор. И их тут будет, ну, наверное, штуки 4. Пока что. Так, продолжаю заниматься кораблем. Прошло очень много времени. Уже даже безопасная зона перестала работать. Я в нее закидывал ключей, кажется, 10. То есть, прошло как минимум 10 часов. Вот. Такой результат у нас. В принципе, визуально он никак не поменялся, этот корабль. Турели я пока что еще не трогал. Ускорители установлены. Вот. Сзади вот такие вот ускорители установлены. Как будто бы прикольно. Мне нравится. Вот. Я до сих пор тут не доделал. Надо будет доделать. Тут я оставляю место для дальнейших модификаций.
Так, и давайте покажу вам сам корабль. Вход теперь сделал вот тут. Заходим через такую дверку. Попадаем в новый такой капитанский мостик. Тут будут какие-то экраны с информацией. Тут, в принципе, возможно, что-то еще будет вокруг вот этой штучки. Не знаю. Пока что могу убрать из терминала какие-то предметы. Далее попадаем сюда. Садимся. И, в принципе, я думаю, можно чуть-чуть полетать. В принципе, водород имеется на корабле. Поэтому... Не, ну, выглядит это клево. О, водород закончился. Его был 1% на корабле. Выглядит клево. Мне нравится. Надо будет еще добавить какие-то ускорители на торможение. А так, в принципе, мне прям нравится. Продолжаем наш тур. Все вот тут я еще буду дорабатывать. Пойдем посмотрим, что ниже. Тут дополнительное место для управления. Я потом его настрою. Пока что оно еще не настроено. Это комната с реакторами, прыжковыми двигателями и прочее. Ну и тут, конечно же, проектор. Вот, тут я, как уже говорил ранее, добавлю еще реактор. Тут поменяю старый реактор, поставлю, опять же, 2 новых. В принципе, может, еще что-то буду там добавлять. Далее идем в такую большую секцию. Контейнер грузовой, большой грузовой контейнер. 3 водородных бака, граф-генератор, вентиляция, в принципе, везде по кораблю расставлена. Вот это вот место, тут я, возможно, добавлю еще вот этих O2H2 генераторы. Просто, ну, пока что их вот столько, но может понадобится еще, я еще добавлю их. Вот, и в самом начале корабля 4 очистительных завода. У него 2 модуля на ускоренную переработку и на эффективную переработку. Ой, кстати, тут что-то не доставилось. Ну, доставлю. Видимо, я провтыкал. Неважно. Вот, двигаемся обратно и спускаемся еще ниже. Те же самые контейнеры, которые мы видели сверху. И ангар. Ангар я пока что не менял, но у меня на него есть планы. У меня есть вот такие вот ворота. Я уже их ставил у себя на базе. И я думаю, их можно и тут где-нибудь поставить. Они есть в размере вот 13×4. Их можно будет где-то тут поставить. Будет прикольно смотреться, я думаю. Так, и в конце ангара такой отсек. Тут были контракты и торговля. Я это поменяю, поставлю тут что-то более нормальное, то, что нужно мне. И, в принципе, наверное, проведу сюда еще какой-то конвейер. Ну, вообще конвейер есть. Надо будет добавить сюда коннекторов, чтобы могли кораблики сюда пристыковываться. Но с этим я уже буду разбираться позже. Что до вооружения, на корабле есть куча конвейеров. Например, вот тут конвейер, тут коннектор, но можно будет поставить конвейер. Или я здесь буду буровой корабль стыковать. Не знаю, надо будет подумать. Хотя оно будет закрывать обзор, но я подумаю, в общем. Тут конвейер, тут, возможно, конвейер проведу. Тут куча конвейеров, тут, в принципе, вооружение еще не настроено. Я не знаю еще, какое оружие сюда ставить. Может, вот такие вот пушки поставлю, может, вот такие вот лазерные поставлю, рельсотрон. Не знаю. Но это все настраивается, это все я буду экспериментировать, проверять, тестировать. Тут еще куча конвейеров, 3 штуки вот стоит. В принципе, где-нибудь снизу, конечно, можно вывести еще конвейеры. То есть я точно знаю, тут вот коннектор есть. Тут можно будет конвейеры вывести, чтобы поставить какие-то пушки. В общем, вооружение у этого корабля будет просто громадное и невероятно мощное. Это будет мощнейший корабль среди моего флота. Ну, это и, в принципе, очевидно, если смотреть на этот корабль и на мою маленькую станцию. В общем,
Наверное, сейчас буду заниматься щитом и вооружением, и буду показывать, если будет что-то интересное. Итак, небольшой апдейт по кораблю. Везде установлен свет, теперь можно ходить спокойно без фонаря. Установлены информационные панели, по ним можно видеть абсолютно все, что происходит на корабле. Так, небольшой апдейт. Если вы столкнулись с вот такой же проблемой, суть в том, что тут стоит экономия ресурсов, и чтобы этого не было, просто нажимаете Alt. Оно видит, что вы сюда смотрите, и врубает экран. Оп. Либо открываете настройки, крутите вниз, и кнопочка всегда активна. Тогда оно в принципе не будет вырубаться. И еще маленькое дополнение. Мне нужно будет поставить прототех гироскопы, так как количество гироскопов на этом корабле просто абсурдное. Поэтому в дальнейшем я буду фокусировать свое внимание на прототехе для получения вот таких вот гироскопов. Потому как, я, во-первых, вам покажу вот это вот количество гироскопов, которое стояло на корабле. И количество гироскопов, которые я поставил. Это просто бред. Из активных задач нужно придумать, где поставить батареи. Скорее всего, где-то в этой секции. Возможно, даже где-то тут будут стоять все батареи. Не знаю, надо будет придумать место для них. Так как на корабле не стоит ни единой батареи, все сейчас работает от реакторов, а это не есть хорошо. Нужен некий запас. Да, вот как вы видите, всего лишь стоит 2 прыжковых двигателя, батарей вообще нету. Поэтому занимаюсь установкой батарей и, возможно, занимаюсь установкой света снаружи корабля. А то на солнце его видно, а без солнца он во тьме. Поэтому скоро вернусь. На корабле была установлена куча батарей, вы их видите слева на экране. Также у корабля появилось имя. Теперь его зовут Немезис. По-моему, интересное имя для такого корабля. И теперь мы перейдем к более интересному этапу модернизации корабля. Это щиты. На корабле стоял вот такой вот, получается, shield контроллер. Где-то там стояли еще shield эмиттеры. Кажется, вот там где-то он стоял, я не помню уже. В общем, сейчас я это все переделаю, все покажу вам и посмотрим на хп щита. Если оно мне не понравится, я буду доставлять еще больше батарей и реакторов. Посмотрим, в общем, что из этого получится. Щит установлен, и есть 2 хорошие новости. Во-первых, я крайне удивлен его хп. То есть 8 миллионов, это больше, чем на базе. Это больше, чем, конечно, на Ревенанте. И, боже, какой у него размер. Но это окей. 8 миллионов хп, это при том, что сейчас стоит вот такое количество батареек и 2 реактора. Один крутой реактор, второй, похуже. В планах у меня 4 крутых реактора, возможно, еще даже больше. То есть хп щита еще должно вырасти прям, невероятно. То есть минимум у меня должно быть, наверное, 10 миллионов хп, как я понимаю. И мне это очень нравится. Так как с щитом, я думаю, дела в порядке. Водород восполняется на корабле. Можно попробовать полетать, потестировать его, но я бы все-таки занялся сейчас вооружением. Потому что, на данный момент вооружение стоит все еще с прошлое, с корабля, как только я его захватил. Поэтому поставлю свое вооружение, настрою все и продолжим.
В общем, я так посмотрел на вооружение, которое мне сейчас доступно, и, конечно, планы у меня просто наполеоновские. То есть я хотел бы себе и вот такие вот огромные турели поставить сбоку, но их, во-первых, нужно сюда вместить, во-вторых, это надо еще и с той стороны ставить, и надо еще и сверху тут поставить что-то. Но ресурсы ограничены, и чтобы не упереться просто в ресурсы, я все-таки вот такую вот большую турель поставлю, но я поставлю ее одну вот тут. По бокам я поставлю турели поменьше, по типу вот такой вот 3 на 3 турели, плюс еще какие-то, может, ракетные турели поставлю. Спереди я установлю вот такие вот ракетные установки, которые будут просто пускать ракеты. И также спереди я хотел бы установить какое-то главное оружие по типу вот такого вот рейлгана. Я его вот сюда вот вмещу, а в дальнейшем я бы хотел его улучшить до вот такого вот рейлгана. Боже, какой он огромный. Ну, в общем, вы поняли. То есть постепенно буду улучшать вооружение на корабле. Давайте-ка разберем все, что тут было. Все это мне пока что не надо. Я это точно использовать не буду. Это все буду заменять. Поэтому я сейчас это все разбираю и меняю на то, что мне необходимо. В общем, в передней части корабля был установлен рейлган для стрельбы по незащищенным таргетам. Также в передней части были установлены ракетные установки. Две маленькие и одна большая. Они умеют открываться вот так вот. Делают они это очень красиво, и это будет использоваться в качестве боевого режима, который я покажу позже, когда настрою. Дальше вдоль корабля установлены следующие турели. Во-первых, турель против маленьких кораблей для защиты просто от маленьких кораблей, дронов и прочего мусора, который будет в меня лететь. Во-вторых, рейлган турель для пробития сверхзащищенных целей. И, конечно же, лазерная турель для снятия щита. Точно такое же комбо я установлю на другой стороне корабля. Итак, вооружение корабля полностью готово. Спереди стоит турель, как у меня на базе. Вот та нижняя, которую я еще не видел в действии. Далее вдоль корабля стоит вот такая вот баллистическая турель. Тоже впервые ее ставлю, впервые буду на нее смотреть. По всему кораблю стоят вот такие вот маленькие турельки, которые защищают от снарядов и так далее. Ну, там, снаряды, ракеты. И вот такие вот турельки тоже самое делают, защищают от снарядов и ракет. Это я уже все показывал. И, возможно, еще поставлю где-нибудь какую-то ракетную установку с большими крутыми ракетами. Не знаю, возможно тут, возможно где-то там. В общем, еще подумаю. А так, корабль полностью готов. Сейчас полечу на станцию, попробую его заправить. Интересно, в какую копеечку мне это обойдется. А вот когда-то я только-только прибыл на эту станцию на Фантоме, на его заправку и, в принципе, на осмотр контрактов, которые тут есть. И Фантом умещался на вот эту вот платформочку, и он тут стоял, ему как раз была эта платформочка, но, блин, как же мне нравится прогресс, когда вот такая вот громадина стоит на станции. Это круто. В общем, иду его заправлять. Мне очень интересно, сколько это будет стоить. Возможно, есть смысл даже последить за ценами на водород, потому что, ну, хотя 157 миллионов, в принципе, я не зря выполнял всякие контракты. Так, посмотрим, что в продаже. Ну, ничего супер крутого. Так, закупаюсь водородом и продолжаю. Итак, я скупил практически весь водород. Его тут осталось примерно на 1 300 000 литров. И да, минус 15 миллионов. Неплохо.
Неплохо заправился. Надо бы, что ли, какие-то контракты поделать. Ну ладно, сегодня мы не этим занимаемся. Продолжаем. В общем, вот такой вот корабль у меня получился. Я полностью его вооружил, полностью восстановил, поставил на него щит, сделал ему хорошую, ну как хорошую, приемлемую энергетику. Энергии, конечно, еще не хватает, нужно все это улучшать. Водорода также не хватает, но в принципе, если экономно летать, все будет нормально. Также поменял чуть-чуть ангар, теперь он открытый, но при этом находиться в нем спокойно можно, и тут есть воздух. Да, это все благодаря вот этой вот ангарной дверке. Такая же, в принципе, стоит у меня на базе, но на базе она визуально, а тут уже практично. В принципе, я думаю, я корабль полностью показал. Если он вам интересен, пишите, оставлю на него чертеж, но, блин, такой корабль. Ой, он очень большой, очень, мне кажется, проблемный. Просто потому, что он весь состоит из тяжелой брони. Он очень тяжелый, я уже показывал, сколько там стоит гироскопов. Нужно будет еще ставить гироскопы, нужно будет ставить прототех гироскопы. Нужно будет ставить прототех прыжковые двигатели, потому что этих вообще не хватает. Возможно, как-то поменяю заднюю часть корабля. Не знаю, посмотрим. А так, в целом, корабль просто офигенный. Это такой апгрейд после Ревенанта. И я думаю, Немезис будет очень долго в моем флоте. Вряд ли я найду что-то круче. Хотя, кто его знает. В следующий раз устроим кораблю полноценное испытание, посмотрим на что он способен, чего ему не хватает, и будем работать над ошибками. А пока что пойду все же отдыхать. Так что увидимся совсем скоро.